Всем добрый день! В сегодняшнем ролике сеанс реабилитации колена после операции. Данный сеанс вы можете выполнять, начиная со второй недели после операции. Предлагаю вам занять удобное положение и выполнить его сегодня вместе со мной. Напоминаю вам, что основными целями реабилитации колена в первые недели, уже начиная в первые недели после операции, является снижение боли. То есть вы должны научиться контролировать боль для того, чтобы быть в состоянии выполнить все необходимые упражнения. Далее это снижение отекания в вашем суставе. Далее это увеличение амплитуды движения в суставе, в сгибании и в разгибании коленного сустава. И еще одна немаловажная цель – это стимулирование всех основных мышечных групп вашего сустава. Вот именно этими целями мы сегодня и займемся. Для сегодняшнего сеанса вам понадобится большое банное полотенце, сантиметровая лента. И также в данный сеанс я включила небольшую часть самомассажа колена с целью разогреть коленный сустав. Поэтому вы можете выполнять массаж с маслом, либо с кремом, да, массажным, в зависимости от того, что у вас есть под рукой. Я буду показывать массаж с маслом карите. Начинаем наш сеанс. Для начала мы немножко разогреем наш коленный сустав при помощи самомассажа. То есть мы разогреем все мышечные группы в нашем колене. Я наношу масло. Вообще, вы знаете, если делать что-то на холодный сустав, предварительно не разогрев его, то это всегда будет намного сложнее. Берем полотенце, размещаем наш коленный сустав примерно в 30 градусов сгибания, то есть максимальное расслабление сустава. Да, то есть вот видите, примерно 30 градусов. И я начинаю массировать, начинаю с передней части колена, начинаю массировать сухожилия прямой мышцы бедра, примерно 6-8 движений в каждом направлении. 8. Затем начинаю массировать боковые связки колена, внешние и внутренние. 3. Прям, знаете, старайтесь так не просто гладить, а вот прям проминайте внутри все мышцы, связки, чтобы вплоть вы почувствовали, как ваши пальцы достают до костей. То есть старайтесь проминать, очень хорошо все проминать. Так, боковые связки. Естественно, если здесь у вас находится послеоперационный шрам, мы его не трогаем, мы массируем только вокруг. Далее мы немного промассируем наш голеностоп, так как здесь у нас находятся сгибательные мышцы нашего колена, с которыми мы также сегодня будем работать. Массируем их. Хорошо, массируем. И 8. И также массируем, конечно же, нашу любимую прямую мышцу бедра, либо четырехглавую мышцу бедра, которая находится вот здесь впереди. Она состоит из 4 волокон, но мы массируем только 3 волокна, которые у нас поверхностные, да, волокна. Потому что глубинное волокно, оно находится под всей мышечной массой, мы его не прощупаем. Ну, напрямую не прощупаем, да. То есть я промассировала, как вы видели, сначала впереди колена, да, 6-8 движений. И затем мы массируем по бокам. 2, 3, 4, 5, 6 и 8. И также мы промассируем немного вторую группу наших сгибательных мышц колена, которая находится у нас вот здесь вот по задней поверхности над коленом.
Здесь у нас также идет две большие мышечные группы. Вот здесь вот вы почувствуете, это сухожилия, которые крепятся под коленом. Эти группы делают сгибание в коленном суставе. Хорошо, прям массируйте, потому что здесь у нас под коленом находятся каналы, лимфоузлы, и также здесь находятся несколько вен, которые здесь проходят. Поэтому особенно при отекании колена очень хорошо массировать вот здесь под коленом. Вот такими легкими движениями. И затем мы все это стараемся поднять выше. Ну вот, примерно так. Как видите, массаж у нас занял примерно 5 минут. Ну вот, я уже, например, почувствовала, как мой коленный сустав немножко разогрелся. Итак, далее мы сделаем примерно 10 небольших сгибаний, разгибаний в коленном суставе. Это как бы дополнит наше разогревание сустава. То есть это не то чтобы упражнение, это просто вот такие сгибания, разгибания, насколько вы способны согнуть колено. Опять же с целью, чтобы увеличить циркуляцию в коленном суставе перед выполнением основных упражнений. 8, 9 и 10. Вот, то есть мы сделали самомассаж, мы сделали сгибание, разгибание в колене. То есть колено у нас подготовлено к нашим упражнениям. Вы знаете, перед выполнением сеанса, не каждый раз, но все-таки примерно где-то 1 раз в неделю, я очень вам советую научиться измерять амплитуду движения в вашем коленном суставе. Мы это делаем для того, чтобы понять, есть ли улучшение в нашей реабилитации, да, и то, что мы делаем, является ли это эффективным. Сегодня я покажу вам, как можно измерить сгибание в коленном суставе при помощи вот такой сантиметровой ленты. Я помещаю сантиметровую ленту. Так, вот в моем случае я поместила ее в край дивана. Да, то есть я предполагаю, что если я каждый раз буду делать здесь сеанс, то я смогу измерить сгибание в своем коленном суставе, в принципе, одним и тем же способом каждый раз. Этот же способ вы можете делать и на полу, то есть где-нибудь дома на полу. Наклейте такую ленту бумажную с измерением по сантиметрам. И каждый день, вернее не каждый день, каждый сеанс, либо через сеанс вы можете измерять сгибание в своем коленном суставе. Итак, сейчас у меня пятка находится на 27 сантиметров. 27 сантиметров. Так, я начинаю сгибать свое колено. Вот это максимум, на который я могу согнуть. То есть я смотрю, да, у меня это 42 сантиметра сегодня. Конечно, данный способ, он не дает угла сгибания в коленном суставе, но, по крайней мере, он дает вам представление о том, есть ли у вас улучшение, да, и движетесь ли вы в правильном направлении. И также мы сейчас измерим наше разгибание, да, в суставе, то есть вот в таком положении. Мы начинаем давить коленом в матрас и смотрим, получается ли у нас оторвать пятку от дивана. Если у вас получается оторвать пятку от дивана на несколько сантиметров, это означает, что у вас есть полное разгибание в коленном суставе. Если у вас не получается этого сделать, то, скорее всего, у вас нет полного разгибания в коленном суставе. Начинаем делать наши упражнения. Упражнения, которые я включила в сегодняшний комплекс. Мы начинаем с нижнего сустава, то есть с голеностопа. Упражнение движения в голеностопном суставе, то есть вы тянете пальцы ног на себя и от себя. Каждый раз в этом упражнении вы должны почувствовать, как у вас сокращаются мышцы всей ноги. У вас нога как будто натянута, как стрела. Выполняем упражнение 10 раз вместе со мной. 1, 2. Каждый раз задерживаем движение на 3-5 секунд.
3. Чувствуем наши мышцы в голеностопе. 4. 5. 6. 7. 8. То есть это упражнение на стимуляцию всех мышечных групп нашей ноги. Да, вы почувствуете, как все мышцы сокращаются. И 10. Расслабляем ногу. Второе упражнение. Подкладываем наш валик, полотенце, вернее полотенце, скрученное в валик, подкладываем под пятку ноги. Это упражнение на разгибание в коленном суставе. Знаете, обычно даже я предлагаю делать это упражнение, когда колено находится, вот небольшая пустота под коленом. Тянете пальцы ноги на себя, и мы начинаем давить коленом вниз. Держим 5 секунд и расслабляем. Вот такое упражнение. Выполняем его вместе со мной 10 раз. То есть в этом упражнении у нас две основные цели. Это стимулирование прямой мышцы бедра и работа над разгибанием коленного сустава. Начинаем делать упражнение. Я считаю в уме, просто хочу вам еще сказать, что, к сожалению, многие забывают, да, что в коленном суставе амплитуда движения – это не только сгибание в коленном суставе, но немаловажно также разгибание в коленном суставе. 2. Поэтому, да, вот, когда после операции вы делаете реабилитацию, то не забывайте, что над разгибанием в коленном суставе мы работаем в такой же степени, как и над сгибанием в коленном суставе. 3. Разгибание в коленном суставе должно быть 0 градусов уже начиная с первых недель после операции. Иначе потом, если этого нет, то, к сожалению, очень тяжело добиться полного разгибания. Чем больше недель, тем тяжелее это сделать. 5. 6. То есть вы видите, когда сокращается у меня прямая мышца бедра, растягиваются сгибательные мышцы колена. Давим колено вниз. 7. 8. Почему нам нужно полное разгибание, напоминаю, чтобы ходить не хромая. Потому что если у вас нет полного разгибания, то в момент отталкивания от земли колено полностью не разгибается, и человек начинает хромать. Это одна из причин хромоты, но не единственная. И примерно 10. Расслабляем ногу, расслабляем колено. Следующее упражнение – это упражнение для прямой мышцы бедра. Напоминаю, что это основная мышца в нашем коленном суставе. Подкладываем валик под наше колено. Вот такое положение. Тянем немножко пальцы ноги на себя. Упражнение – это разгибание колена с отрывом пятки от кровати. Задерживаемся на 5 секунд и расслабляем положение. Начинаем выполнять вместе со мной. Отрываем пятку, сокращаем прямую мышцу бедра. Причем старайтесь сокращать немножко больше внутри. Держим 5 секунд и расслабляем. Да, как я сказала, пытайтесь вот даже мысленно сократить немножко больше внутри, потому что вот после операции очень часто нарушается правильная работа прямой мышцы бедра. И вообще физиологически, да, так как это устроено, то внутреннее наше волокно, оно должно сокращаться первым. Но после операции зачастую, не всегда, но
зачастую это нарушается, особенно при переломах надколенника. И прямая мышца бедра, она не восстанавливается в нужной степени. То есть присутствует постоянная слабость прямой мышцы бедра. В этом случае нужно проверить, насколько сокращается именно внутреннее волокно. Вот вы даже можете простимулировать, да, хлопками, либо просто мысленно заставьте свое внутреннее волокно сократиться в первую очередь. 5. Сокращаем внутри. Тянем пальцы ноги на себя. Держим 5 секунд. 6. Вообще подробное описание восстановления прямой мышцы бедра я показывала в комплексе перелом надколенника. Если вам интересно, вы можете посмотреть. 7. Сокращаем нашу прямую мышцу бедра. 8. Если у вас пятка не отрывается так идеально, как я показываю, ничего страшного. Это вполне вероятно в первые недели после операции. Это всего лишь нам говорит о том, что у нас слабая прямая мышца бедра. Мы сделали несколько упражнений, да, упражнения, которые я выбрала в сегодняшнем сеансе. Далее мы сделаем сейчас с вами небольшую растяжку. Сегодня, в сегодняшнем ролике я выбрала поработать немного над сгибанием в коленном суставе. Да, то есть это будет такая специфическая часть в сегодняшнем сеансе, направленная именно на сгибание в коленном суставе. Вы должны поместить свое колено в максимально согнутое положение. То есть какой максимальный угол сгибания для вас, я, конечно же, не знаю, но я, например, помещу колено под подушку. То есть вам должно быть комфортно, вы должны чувствовать небольшое такое растяжение по передней части, по передней поверхности ноги, но не должно быть никаких болей. Подкладываем полотенце, чтобы нога не скользила. Вот, например, в таком положении я чувствую, что у меня колено растянуто. Знаете, есть такое чувство натяжения. В таком положении мы будем делать растяжку нашего колена. То есть мы сделаем 3 раза по 30 секунд растяжку в сгибании, но при этом хорошо промассировав наше колено в положении максимального сгибания. То есть я прям возьму сейчас, еще раз промассирую свое колено в течение 2-3 минуток. Побольше согну его. То есть, да, чувствую растяжение. Хорошо массируем нашу прямую мышцу бедра 2-й раз, потому что именно ее мы растягиваем, когда мы сгибаем коленный сустав. Здесь ничего нет другого, здесь только прямая мышца бедра у нас. Также не забываем о нашем сухожилии, потому что если сухожилие будет затянуто, как хотите тяните мышцу, но она не будет тянуться, потому что сухожилие, оно все сдавлено. Да, сухожилие у нас крепится вот здесь. Так, немножко промассировали. Берем либо полотенце, опять же, да, либо вот я возьму сегодня пояс. И мы начинаем растягивать наш коленный сустав, то есть он в таком полурасслабленном состоянии, потому что у нас подложена подушка, да. Мы растягиваем, чувствуем, как начинает у нас хорошо тянуть по передней поверхности ноги, но опять же никаких болевых ощущений. И задерживаем положение на 30 секунд. Мы сделаем с вами 2 раза по 30 секунд. То есть это упражнение на растяжку нашей прямой мышцы бедра, то есть растяжка коленного сустава в положении сгибания. С данным упражнением мы увеличиваем сгибание в коленном суставе. Всегда выполняйте данные упражнения, не только это упражнение, вообще все упражнения растяжки, именно в конце вашего сеанса, всегда на разогретые мышцы. Потому что если вы будете это делать на холодные мышцы, то очень большой риск того, что вы травмируете и порвете свои мышцы, потом у вас будет болеть,
вы не сможете, скорее всего, делать свои упражнения в течение нескольких дней. Так, пока я здесь с вами болтала, это у нас примерно 30 секунд. Расслабляем полностью ногу. Да, вот она у нас поддерживается подушкой, полностью расслаблена. Она хорошо потрудилась, теперь отдохнет в течение 15-20 секунд. И мы сделаем второй подход с вами, опять же на сгибание, на растяжение прямой мышцы бедра. Готовы? Итак, начинаем. Сначала помещаем наше колено в максимально комфортное положение, да, в положение сгибания. И начинаем подтягивать, подтягиваем, задерживаем положение, как только мы чувствуем, что у нас пошло растяжение здесь вот в передней части ноги. Задерживаем положение на 30 секунд. Очень важно максимально расслабить ногу, максимально расслабляйте ногу. Именно поэтому я подложила подушку. Да, то есть именно поэтому я подложила полотенце. Нога должна быть полностью максимально расслаблена, иначе увеличивается риск травмы. Задерживаем положение, да, примерно уже 20 секунд. У нас коленочка растягивается, ничего не болит, немножко тянет, но ничего не болит. И вот примерно 30 секунд. Все, мы сделали растяжку. Теперь в конце нашего сеанса мы, значит, сделаем несколько движений сгибания в коленном суставе в новой полученной амплитуде, да, в той амплитуде, которую вам удалось выиграть, скажем так, за сегодняшний сеанс. То есть сгибаете колено на максимум. Да, можете помочь себе. Но смысл в том, чтобы колено ваше, оно запомнило новое сгибание. Скорее всего, мы увеличили его за этот сеанс на несколько сантиметров. Далее вы не забудьте измерить, если вы делали вместе со мной в начале ролика, да, не забудьте измерить повторное сгибание в вашем коленном суставе, да, на сантиметровой ленте. То есть, предположим, вы снова раскладываете, размещаете свою ленту, да, и сгибаете колено самостоятельно. И опять же измеряете сгибание в конце сеанса, смотрите разницу между первым измерением и последним, да, чтобы узнать, на сколько градусов у вас сгибание увеличилось. И в конце сеанса мы сейчас приложим с вами лед для того, чтобы остудить наш сустав. Видите, у меня льдинки в пакете, влажное полотенце, ну не полотенце, салфетка, вот она, видите, влажная. Берем наш пакет и прикладываем на 10 минут на наш коленный сустав. Вот прям так берете наш пакетик с нашей салфеткой и укладываем на наш коленный сустав на 10 минут. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы снизить боль после сеанса и также для того, чтобы снизить последующее воспаление. Потому что это нормально, да, что мы работали, мы трудились, мы увеличивали сгибание, разгибание в колене. Да, это естественно вызовет воспаление. Так вот, чтобы не провоцировать развитие нового воспаления, мы всегда после сеанса прикладываем лед на 10 минут. Если вы этого делать не будете, то очень большая вероятность того, что у вас колено будет воспаляться и будет отекать, и вот этот отек в коленном суставе, он сохранится на долгие недели, долгие месяцы. Я надеюсь, что сегодняшний сеанс вам понравился. Напишите, пожалуйста, что у вас получилось выполнить, а может быть что-то не получилось. Пишите ваше мнение. Если у вас есть вопросы, можете задать вопросы. Прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока!